Соколов недоволен, Лады Искры сходят с конвейера и сразу идут в брак. У АвтоВАЗа куча проблем с новой моделью. Запуск продаж сильно перенесут. Но перед тем как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Приготовьтесь, то что происходит на АвтоВАЗе уже давно перешло из ряда новостей в полноценную автомобильную драму. Пока Максим Соколов уверенно говорит о светлом будущем, обещает технологические прорывы и называет новый продукт опорой отрасли, завод Тольятти выдает не автомобили, а очередные поводы для насмешек. На центральной сцене этого спектакля Лада Искра, машина, от которой ждали свежего дыхания, в итоге оказалась символом затянувшегося кашля. На фоне громких заявлений и пафосных пресс-релизов особенно абсурдно выглядит информация о том, что за этот месяц АвтоВАЗ планирует собрать 450 товарных экземпляров Искры. При этом серийный выпуск якобы стартовал еще в апреле, но большинство дилеров до сих пор не получили ни одной полноценной машины. В лучшем случае им достались демонстрационные образцы. То есть как бы производство идет, но в реальности у покупателей по-прежнему нет даже возможности посмотреть на эту новинку вживую, не говоря уже о тест-драйвах. Продавать ее планируют уже на днях. Вопрос только в том, что именно они будут продавать. Ежедневный темп порядка 10 машин в день. И не просто 10, а таких, которые уже не отправляются на доработку. Представьте себе, завод производит продукт, который сразу требует исправлений. Это уже не конвейер, а какой-то анекдот. Ни одно уважающее себя предприятие на сегодняшний день не может себе позволить выпускать товар с припиской «ну потом доделаем». Но именно так и происходит. То ли дело в зазорах, то ли в электронике, то ли в попытках подружить китайские комплектующие с адаптированной под Россию французской платформой, а скорее всего во всем. Что еще хуже, и это почти никто не афиширует, Искра будет выпускаться не в одном, а в 3 вариантах: седан, универсал и кросс-универсал. Это вроде как должно расширить линейку и повысить интерес. На деле же возникает ощущение, что АвтоВАЗ просто размножает сырой продукт в 3 исполнениях. Ведь если даже одну модификацию не могут наладить, откуда уверенность, что с остальными не будет еще хуже? А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Тем временем цены на продукцию АвтоВАЗа продолжают отпугивать. Парадокс. Lada Vesta SV Cross этого года выпуска стоит от 1 миллиона 879 тысяч рублей, то есть дороже, чем, например, Haval Jolion, на которой российское представительство Haval недавно снизило цену до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Причем речь идет не о каком-то китайском рынке серого ввоза, а о реальных дилерских предложениях. Более того, скидки распространились еще и на Haval M6. Он теперь предлагается от 2 миллионов 29 тысяч, что тоже стало дешевле прежнего на 50 тысяч. Конечно, это машины прошлого года выпуска, и их количество ограничено, но все же факт остается фактом. Залежалый китайский кроссовер сегодня можно купить дешевле, чем базовую свежевыпущенную Ладу. Вот и весь патриотизм. Дешевые комплектации самые ходовые, поэтому вряд ли все смогут купить Jolion за 1,8 ляма. Вот если бы Haval начал действительно массово продавать Jolion'ы за 1,8 ляма, можно было стоя аплодировать. А так похоже на очередную рекламную акцию с быстрой ликвидацией складских запасов. На этом фоне вся история с Ладой Искрой начинает выглядеть как анекдот из сборника «Что могло пойти не так, пошло». Деньги вложены огромные.
десятки миллиардов рублей. Пресс-службы потратили месяцы на раскрутку, пафосные презентации и красивые рендеры. А в реальности мы получили сырой продукт, производство которого не может разогнаться даже до минимального рыночного объема. Если так пойдет и дальше, то к осени мы будем обсуждать не итоги продаж, а итоги убытков. Самое грустное в этой ситуации – полное отсутствие стратегического мышления. У АвтоВАЗа уже есть Гранта и Веста, и теперь туда же добавляют Искру, по сути с теми же параметрами, в том же ценовом диапазоне. Кто у кого будет забирать клиентов, где логика? Кажется, руководство компании просто не видит, что конкуренция внутри одной линейки – это путь к самопожиранию. Гранта, Веста, Искра – 3 модели, которые не усиливают друг друга, а разбавляют и без того неуверенный спрос. Все это происходит на фоне ухудшающегося качества. Отзывы людей даже по свежим моделям продолжают множиться, от плохой шумоизоляции до отказов в гарантийном ремонте. При этом рост цен. Это уже не бизнес, это дорожный театр абсурда. Формула проста: делай хуже, проси больше. Как долго это может продолжаться? И все это под громкие заявления о рывке вперед. Соколов обещает, убеждает, но пока что мы видим только одно – медленную имитацию прогресса. Где успехи, которые можно пощупать и показать покупателям? Нам рассказывают про будущее, а продают проблемы. И не просто продают, навязывают, прикрываются лозунгами о патриотизме и поддержке отечественного производителя. Мое мнение, Лада Искра – это не возрождение, это симптом болезни. Болезни управленческой, стратегической и технологической. Возможно, одна из версий Искры в будущем и станет действительно достойным продуктом, но сейчас это сырой, недоделанный, переоцененный автомобиль, который не готов к рынку. И если АвтоВАЗ не изменит подходы, не начнет слушать не только свои отчеты, но и покупателей, все закончится так, как заканчивается любая история без уроков, печально и громко. Первые экземпляры Искры купят блогеры, даже еще и драться между собой будут за право купить. А дальше машины кончатся. Потому что с такими штучными темпами сборки даже блогерам не всем хватит. Что вы думаете обо всем этом? Верите ли в Искру? Или считаете, что вместо нее на наших дорогах скоро будут одни китайцы? Делитесь своим мнением, будет интересно почитать. Спасибо, что были со мной до конца. Ну и обещанная мною шутка. Что сильнее всего сближает пару? Не романтика, не подарки, а молчаливая бытовая инициатива. Увидел плесневелый огурец, выбросил без слов. Закончилась туалетная бумага, купил без напоминаний. Каша на плите кипит, выключил без драмы. Никаких лишних вопросов, нытья и геройства. Просто сделал и забыл. И вот уже твоя вторая половинка смотрит на тебя, как на бытового супергероя. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.